В германском Бундестаге очень заботится о том, что этот процесс не проходит в соответствии с нормами правового государства и, кроме того, используется в политических целях. Президент Медведев сказал, что он хочет достичь больше прозрачности в области правового государства, и этот процесс является тестом для правомерности всех тех принципов, которые проводятся, а также соблюдение всех правил, которым обязался Российская Федерация перед Советом Европы. Кроме того, я хотел сказать, что это имеет большое политическое значение, как в этом самом случае, и что касается основного принципиального развития России. Если Россия хочет стать таким государством в соответствии с нормами международного права, что в наших интересах, тогда инвесторы должны полагаться на нормы правового государства. И люди здесь, в России, которые должны продвигать именно этот процесс, должны чувствовать себя уверенным в том, что Россия применяет эти нормы правового государства. Чем я смог следить за это короткое время на основе тех материалов, которые я получил, и на основе тех бесед, которые я имел с адвокатами, а также на основе тех отчетов, которые дали депутаты Бундестага, которые были здесь. Я, к сожалению, чувствую, что имеются некоторые вопросы в связи с правовым характером этого процесса. И я подведу следующие итоги. Я считаю, что непременно надо следить за этим процессом. Необходимо прослеживать с тем, чтобы обеспечить дифференцированной оценкой этого процесса. С германского Бундестага уже участвовали в первый день процесса господин Шнарренберга, госпожа Бек от Зеленых и господин Мекель от СПД. Председатель зарубежной комиссии Рупрехт Поленц германского Бундестага тоже будет участвовать в наблюдении за этим процессом. Мы, парламентары и страны Европейского Совета, должны следить над тем, чтобы были обнаружены эти дефициты правового государства. Мы, конечно, не хотим оказать давление, мы просто хотим поддерживать курс российского президента в борьбе против правового нигилизма. ЕС, в частности и германское государство, должны продолжить свое сотрудничество в области юстиции и правового государства с тем, чтобы оказать содействие России в деле модернизации правового государства. Были у вас какие-нибудь встречи или запланированные контакты с другой стороны, то есть с государственными органами? Нет, с прокуратурой контактов не было. Мы получили протоколы адвокатов. Считаете ли вы, что это на самом деле в интересах российского президента? Президент не только до вступления в должность президента и сразу после этого всегда занимался вопросом улучшения правового государства и реформ юстиции. И вот почему я считаю, что это первостепенная его задача, что это сложный процесс, это видно.
Но тут речь не идет о том, что, чтобы обречь Россию на провал, мы очень заинтересованы в создании правового современного государства в России. Поэтому мы, конечно, поддерживаем цели президента, и мы также хотим поддержать тот факт, что это не только внутренние дела российского государства, это тоже вопрос конкурентоспособности в международном. Некоторые говорят, что это абсурд, потому что тут налоговые вопросы играют большую роль. Как вы оцениваете новый процесс? Очевидно, все эти документы иногда непонятны для участвующих, и с логической точки зрения очень трудно понимать. Кроме того, еще другие пункты, которые я критично вижу. Адвокаты, они имеют все предположения на то, что они, очевидно, кем подслушивают, то есть даже по указанию сверху они показывают таким образом. Сегодня утром мы также видели, что документы, которые были переданы для оценки, что имеется только не в полном составе, что имеется только отрывки этих документов. Но мы только находимся в начале этого процесса, и, наверное, доработки идут, и будут представлены еще дополнительные доказательства. Федеральное правительство, Бундестаг тоже будут требовать. Трудно достичь совместного подхода. Бундестаг, они вообще единого мнения, не надо достичь единой позиции, надо только договориться относительно того, будет ли выступить Бундестаг в отношении этого процесса по Ходорковскому, либо вообще по делу правового суда. Но мы конкретно должны заявить от имени Бундестага, что мы с озабоченностью следим за этим процессом, и что он будет являться якобы каким-то тестом для правового государства в России. 4 фракции, кроме левых, они будут предъявить именно такой запрос. В последней неделе сессии Бундестага, на следующей неделе, этот вопрос будет обсуждаться в пленарном заседании. Если этот тест отрицательно будет для российской стороны, как вы можете себе представить следствие? Россия будет наверняка сделать шаг назад в модернизации, может завоевать только широкое, если модернизация будет осуществляться при широком участии населения. И вот почему прежде всего речь идет о собственной силе России и о притязании России быть одним из самых сильных экономических держав во всем мире. Это политическая, общественная модернизация. Но федеральное правительство не будет какие-то выводы из этого сделать, последствия не следует. Мы не в такой ситуации, что мы можем какими-то непосредственными реакциями угрожать. Тут не в первую очередь речь идет о правительстве. Мы должны всегда сказать нашим партнерам в России, говорить им, что Россия – это самый большой партнер для Германии, для Европы. И вот почему мы
просто желаем, чтобы этот процесс модернизации проводился, а если он идет на провал, тогда Россия потеряет свои привлекательности как интересный партнер для будущего, не будет возможным продолжить. Мы предлагаем нашу помощь России, нашу поддержку, потому что это в наших интересах, в интересах Европейского Союза. Так, если больше нет вопросов, спасибо вам большое. Я вас также призываю очень внимательно следить за этим процессом.